Всем привет! С вами снова Серега. Надеюсь, когда-нибудь все-таки мастерская Steelwood. Сегодня будем делать пряжку для ремня в стиле стимпанк. Для этого что нам понадобится? Детали от старых советских будильников, шестереночки, тут какие-то штуковины и каркас самого механизма. Далее то, чем паяем, подчищаем. Листовая медь, опять же миллиметровка толщиной, у меня другой в принципе пока что нету. Пруток, толщина 3 мм, это электрод, отбитый от смазки. И где-то 4 мм, да, 4 мм толщиной, еще что-нибудь круглое. Можно медяшка, но у меня пока только железяка. Поехали! Для начала берем часть каркаса и обрисовываем ее, прикладывая к краю так, чтобы здесь осталось еще миллиметра 3. С этой вот стороны примерно. Обрисовываем. Дальше. Вырезаем, опять же оставляя с каждой стороны по 3 мм, чтобы медная часть была шире, чем оригинал. На выходе у нас получается что-то вот такое. Пряжка у нас должна быть не плоская, а немножко изогнутой. Поэтому придаем форму плюс-минус на глаз. Медь гнется мягко. И это очень хорошо. Главное, чтобы линия загиба была не острыми углами, а более-менее плавной. Ну вот. Примерно так. Дальше по этой же форме обгибаем эту часть. Она бронзовая и немного жестче, поэтому я использую тиски и молоток. Вот так вот это все получится. Должно получиться, по крайней мере. Чтобы ровно, гладко все это лежало. Едем дальше. На эту часть выкладываем рисунок, который хотим получить из шестерен. Шестерни у нас плоские. Форма изогнутая. Для того, чтобы все легло плотно и припаялось по-человечески, теперь каждую деталь, шестерни, все это выгибаем в ту же самую плоскость. Итак, следующий этап — это припаиваем к медной пластине эту накладку.
Ждем, пока остынет. Я говорю об этом в каждом видосе, но это действительно важно. Удаляйте все остатки кислоты и вымывайте хорошенько после пайки все. В частности, сейчас этим и занимаемся. Хорошо все вымываем, убираем остатки припоя, вычищаем, вырезаем, где-то надфилем, где-то ножом. Все это убираем, потому что когда напаяем остальные вещи, сюда уже не подлезете. И будет не очень красиво. Когда мы снаружи здесь все прочистили, остается самое интересное, как выковырять все вот из таких мест, скажем так, труднодоступных. В этом случае мне помогает насадка для дрели, ну и в моем случае шуруповерт. Вот он наш вариант. Теперь напаиваем весь наш рисунок. Итак, вот все и готово, все припаем на свои места. Теперь удаляем лишние части, удаляем лишний припой. Также на наждаке либо напильником закругляем аккуратненько края. В общем, делаем единое целое. Вот вычистили все. И следующий ход, это на задней стороне пряжки. Мы делаем крепление для ремня и штырь, который будет держаться в самом ремне. Не давать ему открываться, расстегиваться. Для этого берем электродину нашу, толщина 3 мм. На расстоянии сантиметра 2 от края делаем загиб на 90 градусов. Далее. Стандартный ремень, в принципе, 40 мм шириной. Поэтому откладываем лучше 43, хуже не будет. И делаем второй загиб. Убираем лишнее. Вот как-то так. Проверка. Все подходит. И здесь по ширине все отлично. Хорошо. Далее. На расстоянии сантиметр от края нам надо сделать небольшой изгиб. Зажимаем нашу заготовку и загибаем. Главное, чтобы уши наши вот эти вот получились симметрично во всех плоскостях.
Коль уж тиски все равно под рукой, делаем здесь вот тоже глубиной на сантиметр зажимаем наш 4-миллиметровый пруток и делаем загиб. Загиб больше, чем на 90 градусов, для того, чтобы ремень не выскакивал. Следующий ход. К задней стороне пряжки припаиваем скобу для ремня и дюндик, который его будет держать. Чтобы ничего не развалилось, то, что мы уже понапаяли, я под низ подкладываю обычно просто мокрую тряпку. Как бы там ни было, тряпку периодически лучше все-таки смочь. Итак, наша пряжка после полировки. Наш ремень. Все ремни обычно крепятся по одному и тому же принципу. Откручивается здесь вот винтик. И вставляется пряжка. Все. Абсолютно ничего сложного. С вами был Серега. Пока.